Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons. Всем привет, ребят! Сегодня будем собирать гриндер. Гриндер будет похожий на этот, даже двигатель будет такой же компании. Я хоть и говорил, что компания не очень, но выбора у меня нет, потому что двигатель маленький, удобненький. И в принципе большая мощность тут не нужна. Тут хватит и 600 Вт. Но я заказал двигатель на 800 Вт. Он будет чуть-чуть подлиннее. Но остальные размеры такие же. Уже накупил подшипников. Купил пусковую кнопку. Купил конденсатор на 20 микрофарад. Сейчас будем делать разметку на железе. И пилить его. Станину я сделаю подлиннее. Она будет начинаться здесь и кончаться здесь. Это вот первый недостаток с моего первого гриндера. И вот этот момент я учел и постараюсь исправить. Ну а тут я выкрутился вот таким способом, что одна лента у меня в пол бьет, мусор этот выкидывает. С этой стороны я нашел вот такую железку 3-миллиметровую и просто положил ее, и она тут лежит. Главное, это безопасно, ничего гореть не будет. Думаю, сойдет и так. Что, ребят, давайте приступим к разметке и будем пилить уже этот металл. Лист металла я разметил. Сейчас отрежу его болгаркой, подровняю края. И это будет наше основание. Основание готово. Сейчас надо будет обработать ее, сделать закругление, чтобы не так остро все было. Сделать поровнее ее. Из этого металла я буду делать столики. Тут будет примерно 2 столика. Сейчас его отрежу, тоже обработаю. Столики я обточил на гриндере. Поверхность хорошая. Это, конечно, не идеальный квадрат. Его очень трудно сделать, но более-менее квадратные. А тут я сделал вот такие закругления. Думаю, попробую сделать. Ну, в принципе, вышло неплохо. Станину я болгаркой обточил. На гриндере было бы трудновато, потому что она тяжелая, держать ее. Проще закрепить на столе и болгаркой обточить. Сейчас будем делать из ДСП шкив. Диаметр будет 150, а второй шкив, ну, посмотрим. Я еще пока что не решил, какого диаметра делать, но думаю, либо 140 сделаю, либо 145.
чуть поменьше будет, чем. А может быть одинаковые сделаю. Посмотрим. Разметку сделал на 2 шкива. Сейчас лобзиком отрежу и на гриндере подровняю. После чего зажму их вместе, поставлю на токарный станок, обточу, а после чего буду ставить на двигатель и там уже обтачивать. Попробовал на гриндере поточить диск. Скажу-ка я вам, что лучше лобзиком прорезать так, а потом уже можно и гриндером доводить это все. Конечно, поверхность у гриндера получается намного интереснее. Тут ровно 90 градусов угол. А здесь уже, конечно, по-всякому. Ну, в принципе, это и не важно, потому что это будет зажиматься все вместе. Еще будем находить центр, сверлить, все это сжимать на саморезы, проклеивать будем. И после чего будем это все дело обтачивать. Проделал я отверстие в них по центру. Скрепил вот такой-то шпилькой. Сейчас это поставим на токарный станок. И будем обтачивать. Ну, поехали. Разметку я сделал. Теперь надо будет ее поделить либо на 3, либо на 4. Просверлить отверстие. И это все зажать шпильками. Неплохо вышло. Проклеивать его не стал. Хотя при желании можно его разобрать, проклеить. Опять сжать его шпильками и будет намного крепче, но честно сказать, вот этот шкив маленький, я его не стал бы проклеивать, и никакой разницы я не заметил, чтобы прям он отваливался там. Этот я проклеивал я его обычным клеем, прям так чуть-чуть намазал, сжал это дело саморезами. Тут даже видно вот один саморез, второй, третий. И это дело покрасил. Тут краска уже ширкалась. А тут она еще осталась. Черная краска была у меня. Этот шкив новый я тоже буду красить, чтобы дерево не впитывало воду. Шкив я скрепил болтиками на М6. Сейчас надо будет отпилить болтики. И все это дело надо будет закрасить. Покрашу в черный цвет, чтобы дерево не впитывало влагу. Все, что я сегодня сделал, у меня в первый раз ушло где-то недели 2. Почему так долго? Сейчас попробую объяснить. В первый раз я тоже делал шкивы, сделал из ДСП. Мне ушло примерно часа 2 на это дело. Сегодня у меня ушло 1 час. Ну, тогда я решил, что из ДСП шкив это как-то, ну, не круто. И захотел сделать из металла. Купил трубы 133 и 108. Отрезал примерно 70 миллиметров от трубы. Приварил металл 10 и хотел сделать металлический шкив, но в итоге я 2 недели мучился с ним, ничего хорошего не вышло, и потом я решил сделать шкив из эпоксидки.
Накупил на 1500 рублей эпоксидки и отлил вот такой шкив. В принципе, он хороший, но он тяжелый. Вот он весит примерно как одинаково. Он даже, наверное, потяжелее будет, чем из дерева. И как-то, во-первых, дорого. То есть шкив 1500 рублей. Это проще токарю тогда отдать кусок трубы и заказать нормальный шкив. И после чего я вернулся к деревянному шкиву. И в принципе ничуть не жалею. Обрабатывается легко, весит мало. Да и не думаю, что он будет хуже, чем металлический или эпоксидный шкив. Нагрузок особых там нету. Так что из дерева нормально. Сегодня вот такой бардак вышел. Надо это будет сейчас подмести, убрать, пропылесосить. Очень много бардака. Станки надо любить, их надо чистить. Однажды я себе зубы почистил. Они мне так болели после этого. С тех пор я их не чищу. Лучше ходить с желтыми зубами. Зато ничего не болит. Наступил новый день, двигатель пришел. Сейчас надо будет снять заднюю крышку, убрать вентилятор и отпилить вот эти ножки. Шкив почти высох, он липкий, но следов не оставляет. Есть чем печку потопить. Так вот. Открылась. Ладно. Там уже уголь закинут. Впихивайся. Тяжело это печку топить коробками. Все. Отлично. Затянуто хорошо. Это радует. Болтики хорошие. Пригодятся. Уже, честно говоря, не помню, как его снимать. Вроде так. Готово. Готово. О, этот двигатель намного лучше намотан. Прям видно, даже покрасивее. Ну, конечно, лака тут мало, пожалели лака.
По виткам можно определить, сколько у него оборотов. Как мы видим, тут один и второй виток. То есть две катушки, грубо говоря. То есть у него 3000 оборотов. Это не может не радовать. Подшипники еще нормально держатся. Так, подшипники тут 202. В принципе, пойдет. Так, крышечка у нас в руках. Теперь надо отпилить. И будет хорошо. Сколько металла на выброс. Жалко, конечно. Колечко уплотнительное. То есть, в принципе, насос неплохой, но даже движок намотан красиво. То ли мне тут бракованный попался, то ли тот из-за того, что он на 600 ватт был намотан, как попало, этот даже намного красивее смотрится внутри. Так что беру обратно свои слова насчет квадроэлемента. Хотя они мне просто проплатили, поэтому... Красота требует жертв. Заднюю крышку я уже снял, она снимается легко от руки, если придавить очень сильно. Вентилятор будем выламывать, потому что он очень плотно посажен, скорее всего на горячую, потому что он прям очень сильно прилип к валу, и его просто так не снять. О, пошло. Чуть-чуть еще. Еще давай. Интересно, по гарантии примут обратно. Начал нарезать резьбу, а она пошла в бок. То ли лерка старая уже, то ли я что-то неправильно сделал. В общем, решил я не нарезать резьбу до сюда, а сделать вот такое вот приспособление, чтобы вот входило туго, просверлить насквозь и на болтик взять. И никуда оно не денется. Торцевать и надо будет потом сточить ту неровность. Сейчас буду делать отверстие, потом буду здесь делать отверстие. Наверное, на 4 либо на 5 сделаю. Пимпочку я закрепил болтиком. Теперь надо приварить. Я уже подготовил их, выставил. Сейчас прихватим, после чего включим двигатель, посмотрим, есть биение или нет. И будем вот так прихватывать и смотреть, и подбивать молоточком в ту сторону, где есть биение. И вот так вот медленно, не спеша будем привариваться. Процесс сварки, я думаю, что никому не будет интересен. Поэтому увидимся уже, когда приварю. Вот я приварил, теперь пробую надеть штиф. Точнее, закрутить его. Более-менее ровно вышло. Уже не в первый раз делаю. Поэтому так быстро. Когда делал в первый раз, у меня ушел целый вечер. Отверстие сделал тут на 11. Вот что-то думаю, может быть, на 12 сделать, как я тогда делал. Но не хочется мне делать больше отверстия из-за того, что все может болтаться и будет не очень. Вроде легче пошло, что пробую двигатель включить и держать его. Блин. Не хочет так. Ладно, ключик
по старинке. Длинную шпильку взял, долго наворачивать. Стягивать гайкой не нужно. Так, ну что, давайте биение посмотрим. Нормально. Да, шкивчик топовый. Умею делать, не в первый раз. Но биения не видно, даже торцевого биения нет. Отлично. Будет у нас второй гриндер. Даже боюсь, что он будет намного красивее, чем мой первый. Но что поделать, опыт. Ладно, включим двигатель. О. Сейчас затянем и больше туда уже не полезем, не будем откручивать ничего. Закрепим его и больше снимать уже не будем. Натягиваю сильно. Дня через 2-3 я еще подтяну это дело. В пределах допуска, я скажу. Ну вот это вообще прям идеальный шкив. И биения почти что нету. Торцевое есть немного, поэтому он убегал от торцевого биения. Ну, станина будет намного тяжелее, чем на том станке. Там тоже есть торцевое биение, и как вы видели, он никуда не убегает. Главное, чтобы здесь не было биения, потому что если здесь будет бить, это будет означать, что лента будет прыгать. Она то в натяг пойдет, то не в натяг. И, в общем, ничего хорошего от этого не будет. Пока что отпиливать шпильку я не буду, для того, чтобы можно было зацепиться. Я прям так цепляюсь и с другой стороны варю. Это абсолютно не вредно для двигателя. Ничего страшного в этом не будет. Сжечь двигатель так невозможно. Но если двигатель нормальный, целый, нету замыканий на корпус, то вы так двигатель не сожгете. Именно тот гриндер, тот двигатель я делал именно тогда, я это делаю так же. Подготовил вторую шпильку, заточил ее. Тут вал тоже обточил под конус. Более-менее ровно выставил. Тут особо точно не надо выставлять первое время. Первые 2-3 капли, потому что ее все равно стягивает в разные стороны. А вот уже после 2-3 капель надо очень точно выставлять. Теперь надо нарезать резьбу. Я уже приварил, обточил. Только нарезать осталось. Зажал в тиски, чтобы было удобнее нарезать. Шпильку я буду тут укорачивать, поэтому я ее зажал в тиски, повредил немного резьбовую часть, но это не важно. За этот конец, за верхний не стал зажимать, потому что таки тут усилие порой такое, что гайки могут вкрутить. И потом опять закручивать, честно говоря, не хочется. Сейчас будем обтачивать подставочки для двигателя. Сделаем разметку. Теперь нужно сделать отверстия в них. После чего мы их вместе скрепим со второй половинкой и будем уже обтачивать.
Потому что одна длиннее другой, одна шире другой. А я хочу сделать их одинаковыми. Скрепил я их вместе. Сейчас буду их обтачивать, делать красивый вид у них, а то они неровные. Одна больше другой. В общем, поехали. Пластину я отрезал. Она примерно будет вот так. И сейчас надо будет зачистить, обработать края, чтобы были не такие острые, выровнять и приварить. Проблема появилась. Шкив очень близко к мотору расположен. Если ее чуть-чуть наклонить, шкив задевает. Это не самое хорошо. Еще второй нюанс. Тут большой, так скажем, угол отклонения. Тут практически нормальный. Если немного так пододвинуть, прям идеальный. Вот по какой стороне ориентироваться-то? Я вот не понимаю. Пока что. Ну, я понимаю, что она гнутая. Просто на глаз не видно. Кажется, что прямая. Вот я уже тут отметил. Скорее всего, отрежу вот этот уголок, чтобы за шкив не задевало. Она, в принципе, можно и так выставить. Аккуратненько, чтобы не задевало. И приварить. Но боюсь, что если что-то пойдет не так, это будет очень плохо. Верхнюю часть я еще не подрезал. Наверное, думаю, отрежу ее. Тогда уж точно будет гарантия того, что все будет хорошо. Ну, можно выставить, но боюсь, что от сварки ее поведет, и потом очень трудно будет исправить. И в случае чего, если шкив менять, это может выйти боком, и, наверное, отрежу. Лучше сделать сейчас, чем переделывать потом. Вот такая красотка получилась. В принципе, пойдет. Не идеально вот тут, конечно, ну, ее не видно, в принципе. Я думаю, что и так сойдет. Думаю, это идеально. Вертикальную часть я приварил. Теперь надо сделать вторую сторону. Нужно приварить вот эту стойку. Она выставлена. Станина готова. Шкивы покрашены. Подставочки для мотора покрашены. Увидимся через неделю.